Николай Константинович Рерих. Картины «Миларепа услышавший», «Пещера Миларепы», «Дзонкапа» были написаны в 20-е и 30-е годы XX века и посвящены тибетским подвижникам, сыгравшим огромную роль в распространении буддизма. Духовный путь Миларепы с детства складывается иначе, чем у других подвижников и святых. Потеряв в 7-летнем возрасте отца и вынужденный терпеть вместе с матерью притеснения и обиды от своего дяди и его жены, Миларепа по наущению матери совершает ряд злодеяний, чтобы отомстить им за перенесенные унижения и страдания. Но спустя время он сожалеет о содеянном и понимает, что ответных ударов судьбы кармы не избежать. Миларепа находит буддийских учителей, один из которых по имени Марпа подвергает Миларепу суровым испытаниям для очищения его сознания от темных наслоений. Водительство этого учителя и преданное ему служение сделают из Миларепы человека, достигшего духовного совершенства. Свои поучения Миларепа будет излагать в форме поэтичных песен. Каковы же его основные поучения, нужные на первых ступенях духовного пути? Прежде всего, человек должен осознать и признать в себе наличие несовершенств и недостатков. Признание недостатков и пагубных желаний должно сопровождаться целенаправленным трудом очищения от них, ведь человек – слепой слуга своих желаний. Вредные желания и действия, накапливаясь в подсознании, превращаются в привычки. Так, нанося вред себе или кому-либо, говорит Миларепа, ты прибавляешь себе страданий и печали, ибо никому не избежать бумеранга кармы. Она следует за проступком, как тень за человеком. Поэтому цени отпущенное тебе время, не транжирь его на пустое. Избегай обид и ненужных жалоб, самодовольства и гордыни, эгоизма и ревности. Остерегайся лжи и притворства, особенно в молитве. Если человек молится, но не заботится о своей нравственности, бесплодны его молитвы, ибо являются самообманом. Когда тебе оказывают почет, не обольщайся. Будь скромным и самодостаточным, терпеливым в трудностях. На этом пути почтительная, преданная любовь к избранному духовному учителю, а также вера – друзья самые надежные. Помни, что все, происходящее с тобой, хорошее или плохое, на самом деле учит тебя чему-то, лишь нужно это усмотреть и понять. Все обстоятельства и жизненные препятствия возникают для преодоления их, то есть для совершенствования внутренней твоей природы, и превращаются таким образом в поступательные шаги на духовном пути. Если проблемы не научишься превращать в друзей, не избавишься от страданий. Человек, живя в этом мире, пленен им, но, помня о его приходимости, может прийти к освобождению. Поэтому не привязывайся к вещам и не будь скован ими. Перед смертью, не сожалея, все отдай людям, особенно в мыслях. Кто заботится лишь о материальном, забывая о духовном, забывает и о том, что телесное наслаждение и собранные им богатства не спасут его в смертный час. Так, постепенно, ты проложишь путь к сокровищам своего духовного тела. О жизни другого тибетского подвижника Цонкапы сохранилось много преданий. Необычные сны снятся матери Цонкапы перед его рождением.
Она понимает, что в ее теле нашел свое воплощение великий человек. Его рождение и последующие годы жизни лишь подтвердят ее догадки. Мальчик растет очень умным и добрым. Ему совершенно чужды чувства гнева и раздражения. Учась у разных духовных учителей и постигая практику их духовного пути, он быстро достигает высоких степеней познания и духовного опыта. Будучи уже зрелым и мудрым наставником, он пишет свой главный труд «Ламрим Ченмо», стремясь этим помочь всем, идущим по пути духовного совершенствования. Расскажем немного об этих мудрых наставлениях. В постижении методов духовного пути, пишет Цонкапа, будь внимателен, вдумчив и запоминай, иначе все утечет, как из дырявого сосуда. Не откладывай, но сейчас начни накапливать сокровища духа, ибо человек, по беспечности не сделавший это в земной жизни, будет подобен купцу, который вернулся из-за моря с пустыми руками, хоть и побывал на острове сокровищ. Прилагай в жизни духовные наставления. Если говоришь разумно и правильно, но сам не практикуешь разумное поведение, ты уподобляешься пастуху, который считает лишь чужой скот, а своего не приобретает. Бойся дурных друзей, ибо они уменьшают и даже уничтожают твои чистые стремления, помыслы и достоинства, подобно тому, как отравленные стрелы отравят и чистые, положенные с ними в один колчан. Страсти людей подобны тяжелой хронической болезни. Но как при болезни необходимо не смотреть на лекарство, а пить его, так и при духовных болезнях нужно не только накапливать знания методов излечения, но усердно и постоянно практиковать их. Что толку слушать рассказы о доблестях героя, а о собственных качествах не заботиться? Помни, что как по капле вода заполняет огромный сосуд, так и любое содеянное зло растет и приносит со временем огромный плод страдания. И даже малое добро принесет огромный плод счастья. Если ты побуждаешь другого ко лжи, злословию и грубости, то ты сам все это совершил. Борись всеми силами против своего гнева и злобы. Учись обузданию себя. Не причиняй зла живым, не будь завистлив и не присваивай чужого, будь правдив и целомудрен. Но если согрешил, очищайся, дай себе обет больше не грешить и следуй по пути дальше. Остерегайся гордыни и самомнений, ибо кто преисполнен ими, не приобретет достоинств. И если ты, совершенствуя себя на духовном пути, хочешь помочь в этом и другим, благо тебе. Но сначала собери в себе самом духовные сокровища, тогда и узнаешь, как поделиться ими с другими. Воспитывай в себе преданность и любовь к Богу. Учись благодарности и глубокому почитанию своего духовного учителя, ибо он пробуждает духовно спящего ученика от мрачного сна заблуждения. Даже в мирских делах не выполнишь работу без мастера-наставника. Как же сможешь идти по нехоженному пути, имея недостатки и пороки? Опираясь на низших, портятся люди. Опираясь на равных, пребывают в застое. Опираясь на высших, достигают величия. Потому на того опирайся, кто выше, кто спокоен и нравственно тверд, своей мудростью много тебя превосходит,